Лючия Торрес, финансовый аналитик из Буэнос-Айреса, задержалась в офисе корпорации Торрес Эмпресариал, когда трое людей Хавьера Крауса, известного в городе филантропа и тайного мафиози, загнали ее в пустую уборную. Они знали, она нашла и скопировала документы об отмывании миллионов через подставные фирмы. Главарь прижал ее к стене ножом, требуя флешку. Камеры не работали, этаж пуст. Она уже поняла, что не выберется. Но дверь распахнулась, и вошел уборщик. Обычный мужчина в форме, которого в компании никто не замечал. Его звали Маркос Эррера. За 30 секунд трое вооруженных бандитов лежали на полу. Маркос оказался бывшим военным инженером, который после смерти жены один воспитывал сына. Лючия умоляла не звонить полиции, люди Крауса там имели связи. Маркос решил помочь ей бежать. Они уехали в его старом пикапе и спрятались в дешевой съемной квартире, где начали думать, что делать. Лючия рассказала о флешке, она хранилась в банковской ячейке. Маркос забрал ее, проверил машину Лючии, под днищем стоял профессиональный GPS-трекер. Было ясно, за ней давно следят. Вместе они изучили документы, разобрали схемы и поняли, у них достаточно, чтобы посадить Крауса, но нужно добыть еще внутренние записи с его серверов. Маркос разработал план проникновения в офис Крауса, Лючия, техническую часть. Они действовали как команда. Проникновение прошло почти идеально. Они успели скопировать переписки и аудиозаписи, но при выходе столкнулись с охранником. Маркос обезвредил его, и им удалось скрыться. 6 недель они скрывались, собирали улики и сблизились. Лючия подружилась с 8-летним Томасом, сыном Маркоса. Между ней и Маркосом постепенно возникло чувство. Но однажды двое людей попытались похитить Томаса у школы. Это была месть Крауса. Маркос был готов все бросить, но Лючия убедила его, если остановиться сейчас, опасность никогда не исчезнет. Единственный способ защитить сына – довести дело до конца. Они обратились к федеральному прокурору Изабель Каренса, честному человеку, не связанному с местными коррупционными кругами. Она согласилась организовать операцию, предоставила охрану и вывезла Томаса к родственникам в другой город. Краус позвонил Лючии лично, требуя уничтожить флешку. Это была ловушка, но она дала повод для ареста. На парковке у его офиса федералы устроили засаду. Краус заподозрил это первым, началась перестрелка. Он выстрелил в Лючию, но Маркос закрыл ее собой и получил пулю в плечо. Спецназ задержал Крауса. Все 32 участника его сети вскоре были арестованы. Суд приговорил его к пожизненному сроку. Маркос выжил. Лючия и Томас были рядом, когда его выписывали. А через несколько месяцев, когда все закончилось, Маркос сделал ей предложение. Они купили небольшой дом в пригороде, Томас обрел семью, Лючия вернулась к работе уже в новом статусе финансового директора, а Маркос доучился на инженера и устроился в строительную компанию. Через год у них родилась дочь Изабель, в честь прокурора, которая помогла им выжить. Так закончилась история, начавшаяся в корпоративной уборной и превратившаяся в борьбу за справедливость, любовь и новую жизнь.